100% уверен, что ты знаешь миллион различных свечных паттернов. Самый известный такой, как пин-бар, например, молот, какие-то рельсы, другие свечные паттерны, и они у тебя нифига не работают. Есть два факта. Факт первый. Все паттерны свечного анализа так или иначе статистически проверены. И как минимум в 50-60% случаев паттерны свечного анализа работают. Факт второй. Несмотря на это, ты продолжаешь терять деньги на этих паттернах свечного анализа. И они у тебя не работают. Они работают у кого угодно, но только не у тебя. Почему так происходит, я сейчас тебе об этом расскажу. Мы сегодня будем рассматривать изолированный паттерн пин-бар. Но под пин-баром ты можешь подразумевать любую свечную модель, любую свечную комбинацию. Это может быть и паттерн рельсы, какое-нибудь поглощение и многие другое. Но сегодня будем говорить только о пин-баре. Хотя еще раз скажу, что в других свечных моделях происходит то же самое. Итак, пин-бар представляет из себя подобную свечу. Я думаю, ты это прекрасно знаешь, и более чем уверен, ты прекрасно находил эти пин-бары на графике. Давай с тобой сейчас посмотрим немного логику, потому что в основном я более чем уверен, ты это просто зубрил, что вот есть такая свеча, и она вот выглядит вот так. Это нифига не работает на самом деле. Давай с тобой уловим логику. Рынок у нас рос. Кто доминировал в данном случае? Доминировали покупатели. Спрос рос на этот инструмент, и поэтому рынок, соответственно, рос. Дойдя до какой-то точки, рынок об что-то уперся. Это может быть уровень, может быть здесь вышли какие-то новости, но во что конкретно упирается в рынок? В невозможность покупателей дальше покупать по более высоким ценам. Для них слишком дорого. Следовательно, они начинают отказываться от покупок. Все это происходит очень быстро. Если это, например, таймфрейм, например, там час или 5 минут, это происходит в рамках нескольких минут. Покупатели отказываются покупать по высоким ценам, и рынок начинает двигаться вниз. Что при этом происходит? При этом происходит ситуация, когда люди, покупающие вот здесь, покупающие вот здесь, начинают находиться в убытках. Каждая секунда продолжения дальнейшего движения вниз для них означает новые убытки. Что будут делать люди в данном случае? Они начинают закрывать, кто-то закрывает и прибыльные позиции, кто был поумнее, покупал вот здесь. А люди, которые потупее покупали вот здесь на верхушках, они начинают закрывать свои убыточные позиции. Вследствие чего у нас свеча дальше двигается вниз. Цена дальше двигается вниз, и свеча закрывается вот здесь. Паттерн пин-бар, как и, в общем-то, большинство различных свечных моделей, указывает на перехват инициативы. То есть уловите суть. У нас доминировал спрос, у нас доминировали покупки, у нас в рынках постоянно покупали, несмотря на высокие цены. Но что-то в рынках произошло, и покупатели стали отказываться покупать по высоким ценам. И теперь уже продавцы готовы продавать по этим высоким ценам. И как только цена движется вниз, продавцы готовы продавать по снижающимся ценам. Одно дело продать вот здесь, а другое дело продать вот здесь свою позицию. Конечно же, чем ниже будет двигаться цена, тем невыгоднее продажа будет для продавцов. Но при этом это всего лишь одна свеча. Одна свеча из общего контекста. Теперь давай с тобой предположим немного другую ситуацию. Одно из моих любимых направлений – это недвижимость. Предположим, цены на недвижимость растут, и растут постоянно, в связи с тем, что люди богатеют, спрос становится больше, или ипотека и так далее. Но есть, предположим, какой-то район, в котором цены на недвижимость не растут, а наоборот только падают. В связи с какими-то событиями. Например, там хотели построить метро, не построили. Или просто, может быть, район какой-то депрессивный. Или вышла информация, что сносить будет этот район. И что это вызовет? Это вызовет снижение цен. Снижение цен на всем рынке. Поскольку эта информация будет влиять на весь рынок, и это понятное дело. Грубо говоря, если все квартиры стоят 2 миллиона, и тут внезапно в районе продают за 1 миллион, конечно же, это повлияет на цены. Но как сильно это повлияет на цены? Разумеется, рынок в долгосрочную не пойдет дальше наверх, поскольку нашелся район, где сейчас цены достаточно приемлемые для покупки, и, следовательно, весь капитал пойдет туда. Цены начнут потихонечку откатывать вниз. Но теперь давай подумаем.
Хватит ли этого количества в одном изолированном районе, количество вот этих продавцов, которые продают недвижимость? Хватит ли их для того, чтобы полностью поменять тенденцию, глобальную тенденцию на рынке? Конечно же, не хватит. И, конечно же, это все повлечет за собой изменение цены в краткосрочной дистанции, но в долгосрочной дистанции это очень мало повлияет. И с периодом 10, 15 или даже, например, 5 лет этого вообще в принципе никто не заметит. Вот теперь, по сути, ты и понимаешь, где конкретно нужно использовать свечные паттерны. Переложи этот принцип на обычный рынок и на обычный рынок, например, акций. И теперь ты понимаешь, что если ты увидишь, допустим, свечную модель где-нибудь вот здесь или где-нибудь вот здесь на пустом месте, в изолированном месте, это не будет работать, ты не сможешь на этом никогда ничего заработать. А теперь предположим другую ситуацию. Допустим, происходит то же самое, но все это происходит на фоне каких-то глобальных ситуаций. Например, есть район, в котором продают цены, и стало известно о том, что, например, в стране стали происходить военные действия. Или, например, наложили новый пакет санкций, который коснется стройки, например, или еще чего-нибудь. Ну, в общем, все будет плохо, да? Что это будет вызывать у участников рынка? Разумеется, люди видят, что цена двигается вниз. Какое-то количество покупателей будут покупать эти квартиры по дешевке. Но остальные участники рынка понимают, что цена сейчас слишком перегрета. Вышла информация какая-то, мы боимся покупать по текущим ценам. Знаете, что сейчас, например, на момент записи в России упало количество покупок жилья в новостройках, строящегося жилья. Почему? Потому что люди опасаются, а достроят ли вообще застройщик или нет на ближайшие несколько лет. Здесь происходит то же самое. То есть, если у нас есть общая перегретость рынка, если у нас есть какая-то дополнительная информация, которая влияет на рынок, и происходят вот эти события в небольшом масштабе, это вполне может вызвать изменение цены в долгосрочной дистанции, и тогда мы увидим, конечно же, серьезное снижение вниз. Но что повлекло за собой снижение? Вот этот паттерн? Конечно же нет. Повлекли за собой события, а паттерн на это указал. Паттерн указал на то, что эти события стали реализовываться, и что сейчас эти события очень сильно влияют на рынок. А теперь запиши, пожалуйста, главный принцип или сфотографируй на телефон. Паттерны в произвольном месте не работают. Если ты будешь это брать в произвольном месте, ты будешь гарантированно терять на этом деньги. Рынок пойдет в твою сторону, в сторону твоего анализа, буквально 10-15 пунктов, но этого будет недостаточно для того, чтобы заработать. Паттерны в определенных местах работают и работают 100%. Какие же это определенные места? К сожалению, с рынком недвижимости будет немножечко попроще, но вот на рынке акций будет немножечко посложнее. Еще раз, проблема только в месте, где вы берете, в нашем случае, пин-бар, ну и любую свечную модель. Для того, чтобы пин-бар работал, его нужно брать только в правильных местах. И вот эти правильные места. По тренду вышестоящего таймфрейма, на откатах на нижестоящем таймфрейме, после подтверждения. Эти три пункта желательно соблюдать вместе. То есть вы должны брать паттерн по тренду, на откате, после подтверждения. Сфотографируй, пожалуйста, эту схему и пользуйся ей в будущем. Она четко выражает то, что я говорил буквально минуту назад. В первом случае мы не будем брать этот паттерн, потому что он, во-первых, идет против фона, то есть нам предлагается продавать на восходящем движении. Во-вторых, он происходит не на откате, а на пустом месте. И в-третьих, здесь нет подтверждения. Подтверждение — это следующая свеча. Для бычьего паттерна она должна быть бычья, для медвежьего она должна быть медвежья. Во втором случае все сошлось. Во-первых, здесь нам предлагается купить на восходящем тренде. Во-вторых, все это происходит на откате. И в-третьих, здесь есть последующая бычья свеча, которая указывает, что паттерн сработал. Иногда подтверждение происходит не сразу на следующей свече, иногда может происходить движение еще небольшое, да, в рамках этой свечи, и потом произойти какое-то, да, подтверждение. Либо рынок может чуть-чуть пойти вниз, а потом пойти наверх. Важно, чтобы ты увидел некую реализацию, что вот у тебя появился паттерн, и все, потом происходит реализация, соответственно, наверх. Потому что какие бы ни были условия,
всего лишь одна свеча, но не может полностью развернуть тенденцию, не может полностью развернуть рынок. Сейчас я тебе буду показывать эти примеры на истории, но ты должен знать, что на моем канале есть видео, мало того, что с моим стейтом, то есть с моим графиком доходности, еще и со сделками. На своих сделках я показываю точно такие же принципы, с той лишь разницей, что паттерны вот в голом виде я не торгую, я использую спрос и предложение. Поэтому, пожалуйста, посмотри мои сделки для того, чтобы больше погружаться в этот процесс. Сделки, понятное дело, с реального счета на реальные деньги. Вот у нас движение вниз, трендовое движение вниз. Вот пример срабатывания паттерна. В нашем случае рассматриваем пин-бар. Вот пин-бар, вот последующая реализация вниз. И вот пошло движение вниз. Сработало. Почему сработало? Потому что здесь движение вниз, у нас происходит ретест, то есть происходит откат наверх. Все это происходит на откате, и движение происходит после подтверждения. Если здесь захочешь зайти, стоп-приказ выставляй за эту модель. Но здесь хвост очень большой, можно пожертвовать, немножко поставить вот здесь вот стоп-приказ. Take Profit смотри по обстоятельствам, обычно доходит до ближайшего крупного максимума либо минимума. Но в то же самое время, почему выбрал этот участок, обрати внимание, вот здесь появление данной свечи, то есть появление пин-бара с последующим подтверждением. Почему бы мы здесь деньги потеряли? Потому что по вышестоящему таймфрейму у нас движение направлено вниз. Мы входим против этого движения, следовательно, мы бы на этом деньги потеряли. Кроме того, здесь нет никакого отката, здесь есть просто движение вниз и появление этого паттерна. Нужно соблюдать все три элемента. Вот еще пример. На вышестоящем Вот еще пример. Здесь тренд направлен наверх. Вот появление разворотной свечи, то есть появление пин-бара. Почему бы мы здесь деньги потеряли? Потому что, во-первых, не учитывается тренд, во-вторых, нет здесь отката, и в-третьих, здесь нет подтверждения. Но оно произошло чуть-чуть позже, но вот этих двух элементов хватит для того, чтобы не заходить в эту ситуацию. А вот чуть дальше здесь появление что-то похожего на пин-бар. Ну, то есть свечи немножко похожие на пин-бар. Это не совсем пин-бар, но около того. Здесь бы мы могли на этом заработать. Почему? Потому что, во-первых, по тренду. Во-вторых, на откатах. И в-третьих, после подтверждения. Хорошо, вот что я тебе еще порекомендую. Пожалуйста, не используй изолированно любые паттерны, какие бы они тебе ни казались крутые, без понимания спроса и предложения, без понимания механики рынка, без понимания, как вообще рынок функционирует. Здесь я тебе помогу, я в этом разбираюсь. Ты можешь смотреть мои бесплатные лекции на этом YouTube-канале, если его еще не заблокируют. То здесь много полезной информации. Но я тебе рекомендую пройти мое обучение, потому что в обучении все находится в одном месте. Тебе не нужно куда-то бегать, даже если у тебя нет опыта, у нас все направлено на то, чтобы от мала до велика, чтобы ты потихонечку развивался в этом направлении. С самой простецкой информацией ты пойдешь и будешь потихонечку развиваться и дойдешь до самых сложных элементов. С помощью моего обучения ты, во-первых, разберешься в рынках, не нужно, у тебя не будет никакой каши в голове. Во-вторых, напишешь торговую систему. И в-третьих, самое главное, будешь зарабатывать бабки даже в существующих сложных условиях. Из любой точки мира ты можешь бабки зарабатывать. Неважно, где ты находишься. Неважно, какое у тебя социальное происхождение. Есть у тебя связи в чиновничном аппарате или нет. В какой ты состоишь партии. Ты будешь зарабатывать деньги с помощью этих знаний. Я тому живой пример, мои студенты тому живой пример, и ты тоже сможешь делать подобным образом, потому что если получилось у меня, у моих студентов, у тебя 100% получится. Ссылка на все находится в описании, перейди, ознакомься, втягивайся в этот процесс и зарабатывай. Счастливо, пока!